полетим без багажа в этот раз, только с ручной кладью. Через час у нас будет посадка. Про стоимость расскажу. Стоимость билетов из Нью-Йорка в Майами обратно на 2 человек стоила $330. Мы уже идем на посадку, идем в салон. В общем, по ПЦР-тесту никто ничего не спросил. Я поняла, что компания просто перестраховывается на всякий случай, да, надеясь на сознательность граждан, говорит о том, что нужен этот тест. Ни на одном этапе у нас его не спросили, никто из людей его не показывал. Лететь нам всего 3 часа, поэтому увидимся уже в Майами. В каждом аэропорту есть вот такие вот пункты, где мама может уединиться с ребенком, покормить его или перепеленать. Exit here for baggage claim. Мы уже в аэропорту Майами, ждем такси до нашего отеля, и здесь 24 градуса тепла, то есть в отличие от Нью-Йорка, мы сегодня, когда улетали, там ощущалось как минус 12. Здесь очень жарко, прям лето. Еще, кстати, очень важный момент, если мы говорим про ситуацию с ковидом и PCR-тесты, тесты ПЦР, то в Майами, во Флориде более спокойное отношение к этому, в отличие от Нью-Йорка. То есть здесь никого не обязуют вакцинироваться, здесь ты можешь находиться без маски, то есть ты не должен показывать свой QR-код вакцинации при проходе в какие-то рестораны или в общественные места. Здесь все более расслаблено в плане ковида, и очень многие нью-йоркцы, русского происхождения в том числе, переехали в Майами на период пандемии. Приехали к 10 в отель, у нас заселение только чек-ин 4 часа дня. Сказали, что, возможно, будет ранний чек-ин, но пока непонятно. Но мы уже можем посмотреть, что тут есть. Видно, что отель такой новый, по крайней мере, ухоженный. Спустя буквально полчаса нас все-таки уже заселили, нам не пришлось долго ждать, и отель не взял дополнительную оплату за ранний чек-ин. Вот такой номер, они все небольшие, но очень уютненькие, без балкона. Мне очень нравится интерьер самого номера. Здесь снеки, кофе. Всегда очень обращаю внимание на интерьер ванной комнаты. Здесь все очень красиво, прилично. Смотрите, какая прелесть. Мармеладные мишки, соленая карамель. В Майами сейчас очень высокий сезон. Январь-февраль. Считается, что все местные едут в Майами зимовать. И много туристов из других стран. Поэтому цены на отели высокие. Или если вы хотите какую-то более среднюю стоимость, то это нужно бронировать заранее. Сейчас было очень забавно. Мы только пришли на пляж. Тут, в принципе, не очень много людей. Но первого русского, которого мы увидели, это была певица Юля Волкова. И смешно то, что мы несколько раз уже ее видели в Москве, именно вот ее. Несколько раз видели на рейсах, куда-то мы летели, она тоже куда-то летела, мы в лифте с ней ехали. То есть почему-то постоянно из таких как бы русских знаменитостей мы ее видим, ну, раз уже 10-й, наверное. Что бы это ни значило. Пока нам все очень нравится, очень классная атмосфера. Очень много людей занимаются спортом, на велосипедах, просто бегают в такую жару. Конечно, абсолютно другое настроение, нет такой суеты, шума, как в Нью-Йорке. Все так размеренно, кроме этого звука. Чувствуешь себя туристом. Мне
кажется, прикольно здесь было бы пожить. Еще то, что я для себя пока отметила, что, конечно, намного меньше мусора, чем в Нью-Йорке. Нет вот этих бесконечных пакетов или разбросанного мусора. Все так чистенько, аккуратненько. Бездомных мы пока тоже особо не видели. И даже, кстати, если сравнивать с магазинами в Нью-Йорке, здесь, видите, написано Face Cover and Recommended, то есть они не обязательны. А в Нью-Йорке в каждом магазине, если ты заходишь, там написано, что именно без масок вход запрещен. Еще, кстати, одно отличие, вот смотрите, как красивая Тесла. Еще одно отличие от Нью-Йорка в Майами, то что у них нет передних номеров. То есть ты можешь не иметь передние номера, но должны быть задние. Вот другой ряд машин на втором плане. Сзади номера есть. Вот так наш отель выглядит вечером. Буквально в 20 минутах от нашего отеля мы нашли вот такую улицу, называется она Линкольн Роуд Молл. На ней очень много разных кафешек, ресторанчиков, разная кухня, много вот таких бутиков. Очень оживленная атмосфера и само расположение Линкольн Роуд Молл напоминает очень на Бали вот эту улицу Bali Collection, где также много бутиков. Сейчас мы направляемся до Ocean Drive, уже второй день нашего отдыха. Мы решили прогуляться до самой южной точки, это пирс, Майами-Бич, и прогуляться по самой яркой улице, самая оживленная улица Майами-Бич, это Ocean Drive. Майами один из самых южных городов этого штата, и та территория Майами, это называется Майами-Бич, где мы находимся, это островная часть Майами, и по своему образованию она напоминает острова Пальма Джумейра в Дубае также, потому что это все насыпное, это искусственно созданный остров. Они были созданы еще в начале 20 века за счет песчаных отмелей с основного материка. Что особенно радует, это благоустройство города. Все очень яркое, красивое, очень сочетается вообще с морскими такими мотивами. Сейчас мы проходим мимо особняка Джанни Версаче, тот дом, где бил его фанат. Сейчас здесь находится ресторан, который очень часто переполнен, очень много желающих в него попасть. Это самое популярное туристическое место Ocean Drive, и самое нелюбимое местными, потому что как раз таки здесь очень много туристов. Ее протяженность более 2 километров, она очень длинная, очень яркая, много ресторанов вдоль нее, то есть вот сейчас мы будем идти, и рестораны просто не заканчиваются. Чем Ocean Drive завершается, это как раз тот пирс в конце South Beach Майами, до которого мы сейчас движемся. Только что шли, и вот на том просвете между двумя зданиями видели огромный лайнер, то есть его высота доходила до вот этой высоты дома. Потому что Майами-Бич это тоже один из таких портов, куда очень часто приходят лайнеры круизные. В Америке это очень популярно. Морские круизы в рамках США. То есть ты можешь в Нью-Йорке или в Нью-Джерси сесть на лайнер круизный, и тебе предлагается несколько разных вариантов трипов. То есть это может быть недельный трип или 10 дней с разными вариантами. Например, из Нью-Йорка в Майами, потом на Багамские острова. На пирсе очень много кошек и котов. Просто огромный лайнер. То есть ежедневно очень много выходит из порта Майами, кораблей, лайнеров. Вот еще один следующий. Это следующий лайнер, он называется Disney Magic. Очень красивый.
дошли вот до южной точки, Майами-Бич, до пирса. Обошли с другой стороны пирс, нашли вот такой маленький маячок, то есть станция спасателей. Их тут очень много, и Майами популярен тем, что все эти станции разного дизайна, инстаграмные такие места для фотографий. Вот так Ocean Drive выглядит ночью. Вот, остановили мотоциклистов. Здесь такая тема, что при любых обстоятельствах, если вас попросили остановиться, вам нужно оставаться в машине или в данном случае на мотоцикле, то есть не как в России, что ты сразу пытаешься выйти из машины и показать свои права. Здесь это рассматривается как агрессивное поведение. То есть здесь они вначале, вот, допустим, сейчас полицейские подъезжали, они сказали, что вам нужно остановиться, оставайтесь на своих местах. И люди очень долго достаточно ждали, пока сами полицейские к ним подойдут. То есть они их вначале обошли, долго их рассматривали, только потом попросили их также, не вставая, дать им документы, чтобы они могли их проверить. А вот такая классная подсветка у особняка Джанни Версаче, который мы днем видели. Шли на наш бассейн, уже нельзя плавать, он открыт до 8 только. Смотрите, как красиво. То есть тут двусторонно, тут тоже номера, несколько корпусов, здесь номера. И вот это основной корпус. По городу курсируют вот такие красивые, как мини-трамвайчики, это такие автобусы общественные. Сегодня пока еще жарко, уже с завтрашнего дня будет похолодание, и послезавтра будет температура ночью до 4 градусов. Пока не очень представляю, как это будет. Мы снова приехали на Ocean Drive, ресторан Джованни Версаче. Насколько я знаю, нельзя пройти просто как с улицы, нужно обязательно бронировать заранее. Цены в целом как нью-йоркские, мы тут не чувствовали никакой разницы, все коктейли 20-30 долларов в этом диапазоне, блюда тоже разные, если это сифуд, что-то с морепродуктами, это около 30-50 долларов всегда. Очень красивое меню. Этого особняка начинается еще с начала 20 века, когда он был построен известным предпринимателем, и для отделки интерьера этого особняка он выбрал такой доминиканский стиль, то есть все было такое необычное, яркое для того времени. Потом в течение 20 века особняк несколько раз перепродавался, использовался под разные нужды, под личный дом, как отель, под просто общественное место. И в 92 году его купила семья Версаче, где и проживал, собственно, Джованни Версаче вплоть до 97 года. К сожалению, в 97 году Джанни Версаче был убит на входе в свой особняк. И вплоть до 2009 года особняк принадлежал семье Версаче. Но в 2009 году на аукционе он был продан одному из богатых бизнесменов. Сейчас он находится у него в собственности. И он, конечно же, сразу понял, что нет смысла здесь жить самостоятельно, потому что уже тогда было много людей, которые фотографировали особняк, пытались попасть внутрь. Он решил сразу адаптировать его под отель и под ресторан. То есть то, что мы сейчас видим, это как раз то, что он пытался сделать это место достояния Майами-Бич, привлекательным местом для туристов и сдавать также номера для отдыхающих. При этом номеров не так много, насколько я знаю, их всего 10. Очень часто там останавливались известные личности. В самом ресторане есть здесь несколько зон.
Основной зал, где посадили нас, и вот такие разные барные зоны. Сегодня в Майами, как и ожидалось, похолодание. То есть сегодня с утра это было 7 градусов, сейчас только около 14, но очень сильный ветер, и люди, многие одели теплые куртки, мы одели то, что у нас есть, и все равно очень холодно. Мы сейчас в парке Коллинз и смотрим вот такую инсталляцию, она называется Art Basel. Эта скульптура была создана в рамках ежегодного международного фестиваля творчества, который проводится в нескольких разных странах, городах, в том числе в Майами-Бич. Сегодня у меня день рождения, мы его начали отмечать уже вчера, потому что сейчас мы можем праздновать в 3-часовых поясах, да, по Дальнему Востоку, по Москве и теперь по Нью-Йорку. Отметили хорошо, так что сегодня вышли только после обеда, но в целом ничего не потеряли, что была очень холодная погода с утра. Сейчас мы направляемся в ботанический сад Майами-Бич, он в принципе в 15 минутах от нас. Мы проходим сейчас Коллинз Канал Парк, это такой маленький небольшой парк вдоль реки Коллинз. Он был создан более 50 лет назад. Такая уютно-прогулочная зона. Мы зашли в сам ботанический сад. Он такой не очень широкий, по крайней мере, начало такое узенькое, но очень живописный. Праздновать свадьбу. Красивая невеста и банкетная зона. Ботанический сад Майами-Бич был создан в 1962 году. Здесь можно встретить все растения, которые растут в штате Флорида, рядом с Майами-Бич, которые свойственны этому региону. Ну, чувак с крыльями постоянно фотается и орет на весь ботанический сад. И сбивает мне все видео. Какой-то вязаный дом. Инсталляция. Сейчас движемся к скульптуре, посвященной памяти Холокоста. Вот эта статуя. Несмотря ни на что, я все еще верю, что люди действительно хорошие в глубине души. С правой стороны скульптуры на камне нанесены вот такие фотографии. История Холокоста. Реальные фотографии людей, которые пострадали. Бесконечные списки, они дублируются у самого памятника внутри вот этой площади. Адрес этого мемориала 1933-1945 Meridian Avenue. Этот адрес не зря выбран, так как он символизирует
те годы нацистской оккупации. Мемориальный комплекс был открыт в 1985 году, а до этого, за год до этого события, группа людей, которые являлись представителями еврейской диаспоры, решили создать в городе, в котором живет очень большое количество семей, пострадавших от Голокоста, решили воплотить это в памятном мемориальном комплексе. Люди сегодня в пуховиках мы видели, в шапках, кто-то также босиком в купальниках. На самом деле очень холодно. Завтра мы уже переезжаем в другой отель. Сегодня, пока мы в этой эйре, мы хотим съездить в Майами, в район Минвуд. Это такой творческий район с граффити, с красивыми инсталляциями. Район Винвуд еще в 70-е годы был очень неблагоприятным районом, таким заброшенным. Только уже ближе к 2000-м известный меценат Тони Голдман решил сделать из этого места галерею под открытым небом и стал вкладывать в это свои деньги личные и привлекать спонсоров для развития этого района Майами. Так, из просто заброшенного промышленного района Винвуд стал популярным местом для туристов, для местных жителей и для представителей творческих профессий из разных стран мира. Художников, тем, кто занимается граффити, инсталляциями, все они стали стремиться выставить свои работы именно здесь. Район Винвуд расположен очень близко от района даунтаун Майами и практически рядом с дизайнерским районом Майами. Это тоже такое популярное творческое место, где считается, что там живут одни творческие люди, архитекторы и дизайнеры. Здесь вот такие вот мониторы, можно посмотреть, что рядом с вами находится, какие галереи. Можно выбрать язык. Зашли на какую-то распродажу. Мы вернулись на Майами-Бич, сейчас направляемся на Эспаньола-Вэй. Одна из первых улиц, которая была создана для коммерческих целей еще в начале 20 века. То есть она была создана для того, чтобы привлекать как можно больше туристов, открыть большое количество ресторанов и сделать ее таким центром Майами-Бич. Сейчас мы уже идем по Эспаньола-Вэй. В 2017 году была сделана масштабная реновация этой улицы. Было вложено более $2,5 миллионов для того, чтобы часть этой улицы сделать пешеходной. Это очень популярное туристическое место, очень много красивых, необычных ресторанчиков. Особенно символично, потому что во Флориде 70% населения говорят на испанском языке, потому что это выходцы из Латинской Америки, так же, как те, кто открыли штат Флорида. В целом цены здесь чуть дешевле, чем на Ocean Drive. Напитки, мне кажется, дешевле. Обычно от 20 и выше. Тартары с тунца.
Мы сейчас переезжаем в другой отель, будем в нем жить несколько дней еще. Отель немножко другого формата. Отель называется «Дипломат», поэтому посмотрим, сравним его с Леноксом, какой из них лучше, какой из них комфортнее. Этот отель, конечно, намного больше, чем наш. И такое ощущение немножко, что ты в аэропорту находишься. Вот эти все фермы. Мы приехали сегодня раньше, приехали в 11 утра. И так же, как в первом отеле в Леноксе, заселение только в 4. Повезло, что есть сейчас свободный номер с таким же видом, который мы бронировали. В Леноксе у нас был 3-й этаж, тут у нас 26-й. В номере, в принципе, ничего необычного. Большой номер, яркий, светлый, но самый главный фактор, почему мы его сняли, это, конечно, вот этот вид. Вот наша территория внизу, несколько бассейнов, пляж. Сейчас посмотрим ванную комнату, тоже очень большая. Душ. Ну вот из плюсов всегда есть утюг. Это у меня главная боль в любом отеле, чтобы был фен и утюг, потому что не всегда он есть. Здесь один день стоит дороже, чем в Леноксе. В Леноксе это было $380 за ночь, здесь это $520 за ночь. В обоих случаях это без завтрака. Мы спустились в лобби. Сейчас пойдем на пляж. Сегодня вообще потеплее намного, чем вчера, но все еще как-то холодно для плавания. Здесь, конечно, главное отличие, что практически нет людей. Мы можем идти, вообще никого не встретить. И в самом отеле, несмотря на то, что он очень большой, у людей, там, может быть, заполняемость максимум 15%. В общем, пока резюме по этому отелю следующее, несмотря на то, что он больше по размеру, по количеству зон, бассейнов, все-таки больше им нравятся такие бутиковые отели, небольшие, с каким-нибудь необычным интерьером, меньшие по площади, они как-то смотрятся более уютные и более современные. Наша поездка в Майами подходит к концу. Надеюсь, это видео было вам интересно и полезно тем, кто в ближайшее время собирается сюда приехать. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Будет много новых видео.